Никола Тесла – имя, которое вызывает восхищение и трепет. Его достижения в области электричества и механики изменили мир. В конце XIX века этот сербский изобретатель сделал шаги, которые предопределили будущее технологий. Его изобретения, такие как переменный ток и беспроводная передача энергии, были настолько революционными, что многим казалось, будто он обладал мистическими способностями. Тесла не только предвидел будущее технологий, но и создал его своими руками. 18 июля 18-19 века в Смиляне на территории современной Хорватии родился этот выдающийся гений. Уже в детстве он проявлял необычайные способности к математике и физике. После обучения в техникуме и университете Тесла переехал в Соединенные Штаты в 18-19 году. Здесь он начал работать с Томасом Эдисоном, но вскоре разошелся с ним из-за разногласий по поводу подхода к электричеству. Эдисон настаивал на постоянном токе, в то время как Тесла был убежден в преимуществах переменного тока. Переменный ток стал основой для энергетической системы, которая использовалась повсеместно. В 1891 году Тесла продемонстрировал свои достижения на Всемирной выставке в Чикаго, где его система освещения привлекла внимание тысяч зрителей. Он не только показал, как работает переменный ток, но и заглянул в будущее, предсказав, что с помощью его технологий можно будет передавать электричество на большие расстояния без проводов. Эта идея казалась фантастикой, но в начале 21 века мы начали видеть ее реализацию в беспроводной передаче энергии. Тесла также был пионером в разработке радиосвязи. Он представил свои планы по созданию беспроводной передачи информации еще в конце 19 века. Несмотря на то, что его патенты были оспорены и даже проиграны Гульельмо Маркони, именно Тесла сделал первый шаг к созданию технологий, которые стали основой для современного радиовещания. Его эксперименты с высокочастотными сигналами и резонирующими цепями привели к созданию устройств, которые могли передавать информацию на расстояние, о котором ранее никто не мечтал. Кроме того, Тесла занимался исследованием беспроводной передачи энергии. Он построил огромную башню в Уорден-Клиффе, штат Нью-Йорк, которая должна была стать первым в мире беспроводным центром передачи энергии. Проект не был завершен, но идеи Теслы продолжают вдохновлять ученых и инженеров по всему миру. Его видение о глобальной сети передачи информации и энергии вновь стало актуальным в нашем современном мире. Тесла не только предсказывал будущее, но и создавал его, и эта способность привела к многочисленным мифам и легендам вокруг его личности. Многие утверждали, что он обладал необычными способностями, такими как ясновидение. Но факты говорят сами за себя. Его идеи и изобретения стали основой для технологического прогресса, а его жизнь – это путь гения, который оставил неизгладимый след в истории. С каждым его открытием становилось ясно, что Тесла был не просто ученым, а настоящим провидцем. Его работы были вдохновением для целых поколений ученых, и даже спустя более 100 лет после его смерти идеи Николы Теслы продолжают порождать новые технологии и открывать горизонты для будущих изобретений. Но какие тайны и эксперименты скрываются за его гениальным умом? Погрузимся в изучение его загадочных исследований, которые, возможно, изменили бы наши представления о науке и технологии. Тайные эксперименты Николы Теслы оставили множество загадок и интригующих следов в мире науки. В начале своего пути, в 1901 году, он начал активно исследовать возможности передачи электричества без проводов. Его знаменитая башня Уорден-Клиффе, построенная в штате Нью-Йорк, стала символом этого стремления. Предполагается, что Тесла хотел создать глобальную беспроводную сеть, способную передавать не только электроэнергию, но и информацию. Хотя проект был остановлен из-за финансовых проблем и недопонимания, идеи Теслы о беспроводной передаче вдохновили поколение инженеров. В дополнение к своим экспериментам с передачей энергии, Тесла также работал над созданием высокочастотных генераторов. В 1902 году он представил свою концепцию вибрационного трансформатора, который позже стал известен как катушка Теслы. Это устройство могло генерировать высоковольтные и высокочастотные электрические сигналы. Его эксперименты с катушкой Теслы вызвали фурор на различных выставках, где зрители могли наблюдать потрясающие электрические разряды, создаваемые с помощью этого устройства. Тесла не только продемонстрировал свою технологию, но и внес вклад в развитие радиовещания и беспроводной передачи энергии. Не останавливаясь на достигнутом, Тесла также исследовал возможности использования электричества для создания новых видов энергии. Он мечтал о безграничных источниках энергии, таких как тот, что мог бы быть извлечен из окружающей среды. В 1910 году он опубликовал статью, в которой предполагал, что сила Вселенной может быть использована для питания человеческих нужд. Тесла верил в то, что с помощью технологий можно извлекать энергию из природы, что, по его мнению, радикально изменит мир. Кроме того, проведенные Теслой эксперименты в области радиосвязи были поистине революционными. Он создал устройства, которые могли передавать сигналы на большие расстояния, и уже в 1904 году впервые продемонстрировал удаленное управление с помощью радиосигнала.
Это открытие стало основой для будущих систем управления и связи, которые сегодня находятся в каждом смартфоне и компьютере. При всем этом Тесла сталкивался со множеством препятствий и недопонимания. Многие из его идей были слишком радикальными для своего времени. Например, его исследования по созданию смерча для получения энергии или использование звуковых волн для разрушения объектов воспринимались как безумные. Однако именно эти эксперименты показывали его стремление к пониманию устройства мира и раскрывали потенциал технологий, которые позже станут реальностью. Сложные эксперименты Теслы затмевали его личную жизнь, погружая его в мир научных исследований и изобретений. Он был не только изобретателем, но и настоящим исследователем, стремящимся понять законы природы и использовать их для блага человечества. Хотя многие из его проектов так и остались незавершенными, они продолжали вдохновлять ученых и изобретателей на новые открытия. Как же эти тайные эксперименты отразились на его жизни и карьере? Откроется загадка, связанная с тем, как Тесла взаимодействовал с тем, что могло быть за пределами нашего мира. Многие легенды об Николе Тесле связаны с его необычайными открытиями и идеями, которые выходили за пределы понимания его современников. Одной из самых интригующих тем, окружающих личность этого гения, являются слухи о его связи с инопланетянами. Слухи о том, что Тесла мог общаться с другими мирами, начали распространяться вскоре после его первых серьезных открытий. В 1904 году, в разгар своих экспериментов с радиосвязью, он заявил о том, что получает сигналы, которые, по его мнению, могут исходить от внеземных цивилизаций. Эти высказывания были восприняты как безумие, но многие ученые того времени поддержали его исследования. Тесла проводил эксперименты с радиоволнами, и в один из своих экспериментов, проведенных в 1917 году, он зафиксировал необычные сигналы, которые не могли быть объяснены обычными источниками. Эти сигналы, как утверждал Тесла, имели структуру, которая напоминала передачу информации. Он был убежден, что этот опыт открывает дверь к общению с инопланетными цивилизациями. Однако многие в научном сообществе отнеслись к его заявлениям скептически. Тем не менее, его исследования по беспроводной связи и способности передавать информацию на больших расстояниях позволяют представить, что Тесла действительно мог быть на шаг впереди своего времени. Интересно, что сам Тесла был довольно загадочным человеком, часто делая загадочные заявления о своих открытиях и их потенциале. В 1911 году он даже заявил, что если вы хотите найти секреты Вселенной, думайте в терминах энергии, частоты и вибрации. Эти слова стали основой для множества теорий и спекуляций о том, что Тесла мог быть не просто ученым, а посредником между двумя мирами. Слухи о его возможной связи с инопланетянами усилились после его смерти в 1943 году. Его работы и записи были исследованы многими, и некоторые утверждали, что они содержат указания на технологии, которые могли бы быть использованы для межзвездных коммуникаций. Некоторые из его самых амбициозных идей, таких как использование энергии Земли и космоса, вызывали споры и были названы медленными шагами к пониманию жизни вне нашей планеты. Эти идеи, возможно, не имели научного обоснования, но их интерпретация создает почву для множества теорий о Тесле как о человеке, который был на грани открытия чего-то большего. Кроме того, в его личной жизни также присутствовали странные элементы. Тесла никогда не был женат, а его отношения с женщинами оставались загадкой. Многие утверждали, что он предпочитал общаться с высшими существами, чем с обычными людьми, что усиливало ауру таинственности вокруг его личности. Это заставляет задуматься, насколько его научные исследования переплетались с его личной жизнью и взглядами на мир. К тому же, в последние годы своей жизни Тесла погрузился в изучение энергетических полей и их влияния на человека. Он работал над проектами, которые могли бы изменить восприятие времени и пространства. Возможно, именно тогда начались его самые загадочные и таинственные исследования, которые привели к появлению слухов о его связи с инопланетными цивилизациями. Таким образом, загадочные связи Николы Теслы с инопланетянами остаются мифом или реальностью, не позволяя нам однозначно оценить его наследие. Но его эксперименты и идеи открывают дверь к новым возможностям и вопросам, которые до сих пор волнуют умы исследователей. Как же на самом деле взаимодействовал этот великий гений с теми, кто находится за пределами нашей планеты? Какие тайны он оставил после себя и как они могут изменить наш взгляд на мир? Погрузимся глубже в его исследования и откроем новые грани его загадочной жизни. Никола Тесла не только предвидел будущее технологий, но и обладал удивительными видениями, которые стали основой для множества его пророчеств. Он заявлял, что способен предсказывать события и даже ощущать их предшествующие изменения. В 1901 году он утверждал, что может предсказать землетрясения, основываясь на энергетических изменениях в Земле. Эти слухи привлекли внимание как ученых, так и простых людей и начали формироваться теории о его необычных способностях. Одним из самых известных пророчеств Теслы стало его предсказание о глобальной беспроводной сети связи. Он верил, что в будущем мир будет связан через невидимые волны, которые позволят людям общаться и обмениваться информацией без проводов.
В 1912 году Тесла уверенно заявлял, что через несколько десятилетий люди смогут взаимодействовать друг с другом с помощью устройств, которые будут меньше и мощнее, чем когда-либо прежде. И как мы наблюдаем сегодня, его видения стали реальностью с распространением смартфонов и интернета. Тесла также предсказывал появление технологий, которые позволят передавать электрическую энергию на большие расстояния без потерь. Он делал акцент на том, что энергия может быть извлечена из окружающей среды и использована для питания человечества. Эта идея, казалось, была опережающей свое время. Однако сейчас мы видим использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели и ветряные турбины, которые реализуют концепции Теслы. Кроме технологий, Тесла также делал не менее смелые предсказания о природе и человечестве. Он верил, что человечество достигнет уровня развития, где научные открытия будут использоваться во благо, а не во вред. В своих записках он часто подчеркивал важность гармонии между наукой и природой. Эти идеи стали особенно актуальными в свете современных проблем экологии и устойчивого развития. Тесла также был известен своими идеями о возможности связи с другими мирами, что вызывало недоумение и удивление. Он утверждал, что вскоре человечество будет в состоянии общаться с другими цивилизациями через радиоволны. В 1918 году он даже сказал, что работает над устройством, которое сможет принимать сигналы от инопланетных цивилизаций. Эти высказывания были восприняты с недоверием, но они стали основой для многочисленных теорий о том, что Тесла мог неконвенционально оценивать свои исследования. Важным моментом в биографии Теслы является его вера в возможность использования звуковых волн и резонанса для изменения структуры материи. Он верил, что звуковые волны могут влиять на физические объекты, что нашло отражение в его эксперименте с резонирующими частотами. В 1920 году он даже разработал концепцию, согласно которой можно изменить вес объектов с помощью звука. Этим он привлек внимание не только к своим экспериментам, но и к своим идеям о восприятии энергии и частоты. Каждое из его предсказаний создавало вокруг него ауру тайны и интриги. Даже спустя десятилетия после его смерти многие признанные ученые и исследователи продолжают изучать его работы, пытаясь разобраться в том, насколько далеко его видения опередили свое время. Так, его идеи о беспроводной передаче энергии и связи стали основой для многих современных технологий, а его пророчества, казавшиеся абсурдными в его время, сегодня воспринимаются как предвестие будущего. Тесла не просто предсказывал будущее, он стал его создателем. Его идеи вдохновили поколения ученых и изобретателей, продолжая влиять на развитие технологий на протяжении многих лет. В следующей главе мы разберем, какие секретные лаборатории скрывались за стенами его исследований и какие необычные проекты могли бы изменить наше представление о мире. Никола Тесла, гений, который предсказал будущее, также обладал уникальными лабораториями, которые стали пристанищем для его смелых экспериментов и идей. Эти места, наполненные загадками и инновациями, были ключевыми в его исследованиях, но оставались скрытыми от глаз общественности. Первой такой лабораторией стала его мастерская на Манхэттене, где он работал над основами переменного тока и высоковольтными системами. Здесь Тесла провел бесчисленные часы, разрабатывая свои концепции и экспериментируя с новыми технологиями. В 1896 году он переехал в более просторное помещение в Патерсоне, штат Нью-Джерси, где у него появилась возможность проводить более масштабные эксперименты. Именно там он создал свою первую катушку Теслы – устройство, способное генерировать высоковольтные электрические разряды. Эксперименты, проводимые в этой лаборатории, привели к неожиданным открытиям в области электромагнетизма и радиосигналов. Силы, которые он задействовал, казались мистическими, и зрелище искр, пурпурных разрядов и блеска электричества завораживало не только исследователей, но и простых зрителей. Следующей важной лабораторией стала его башня в Уорден-Клиффе, где Тесла намеревался осуществить свои мечты о беспроводной передаче энергии. Строительство этой башни началось в 1901 году, и она стала символом его амбициозных планов. Хотя проект столкнулся с финансовыми трудностями и был заброшен, сама концепция оставила глубокий след в истории науки. Тесла предполагал, что с ее помощью можно будет передавать электричество на большие расстояния, открывая новую эру в энергетике. Однако только немногие знали, что за стенами этой башни скрывались и более загадочные эксперименты. В своей лаборатории Тесла проводил исследования не только в области электромагнитных полей, но и в более экзотических темах, таких как звуковые волны и их воздействие на материю. Он предполагал, что звуковые вибрации могут вызывать резонанс и даже разрушать объекты. В 1920 году он разработал устройства, которые могли генерировать звуковые волны с высокой частотой. Эти эксперименты вызывали удивление и недоверие у современников. Многие считали, что он пересекает границы разумного, но сам Тесла был убежден в научной основе своих идей. Не менее интересным была его работа с радиоволнами. Он создал различные приемники и передатчики, способные улавливать сигналы на больших расстояниях. В
1904 году он впервые продемонстрировал удаленное управление с помощью радиосигнала, что стало основой для будущих технологий, таких как радиоуправляемые устройства. Несмотря на то, что его идеи часто воспринимались как безумные, они заложили основу для многих современных технологий. Однако Тесла не всегда работал один. Он окружал себя небольшой командой преданных помощников, которые помогали ему проводить эксперименты и реализовывать его идеи. Эти люди были как научными соратниками, так и свидетелями его гениальных изобретений. Тем не менее, сам Тесла часто оставался в тени, предпочитая работать в своем уединенном мире. Вместе с тем, его лаборатории также привлекали внимание властей и инвесторов. Часто его эксперименты вызывали подозрения, и он сталкивался с обвинениями в безумии или мошенничестве. Но, несмотря на это, Тесла продолжал проводить свои исследования и делиться своими открытиями с миром. Как известно, многие из его проектов так и остались незавершенными, но сами эксперименты и идеи, которые он разрабатывал в своих лабораториях, продолжают вдохновлять ученых и инженеров по всему миру. Возникает вопрос, какие еще тайные и нераскрытые аспекты его работы остаются в тени? Возможно, за стенами его лаборатории скрываются загадки, способные изменить наши представления о науке и технологии. В следующей главе мы рассмотрим необычные аспекты его личной жизни и его отношения с женщинами, что добавляет еще больше интриги к его уже загадочной биографии. Никола Тесла, несмотря на свои гениальные достижения в науке, вел жизнь полную загадок, особенно когда дело касалось его отношений с женщинами. Удивительно, но многие факты об этом аспекте его жизни остаются неясными. Тесла никогда не был женат, и его личная жизнь была предметом множества слухов и спекуляций. Несмотря на обилие женщин, которые его окружали, от восхищенных поклонниц до умных ученых, с которыми он вел диалоги, он предпочитал оставаться в своем мире идей и экспериментов. Возможно, именно это сосредоточение на науке и технологиях стало причиной его одиночества. Интересно, что Тесла не только избегал серьезных отношений, но и говорил, что женщины отвлекают его от работы. Он считал, что настоящая любовь подрывает творческий потенциал. В одном из своих писем он утверждал, что полагает себя слишком занятимым для романтических связей. Эта позиция вызвала множество вопросов о том, каково было его восприятие женственности и любви. Многие исследователи догадывались, что у Теслы могла быть тайная любовь, однако никаких конкретных улик не было найдено. Слухи о его романах возникали вокруг его встреч с различными женщинами, например, с актрисой и писательницей. Его отношения с женщинами не были обычными, он общался с ними как с равными, что в то время считалось необычным для ученых. Например, Тесла часто обмениваясь мыслями о науке и искусстве с известными женщинами своего времени, такими как Ольга Нобель, вдова Альфреда Нобеля, и Эмилио Молина, известная писательница. Эти встречи были не просто светскими беседами, а глубокими дискуссиями о науке, философии и культуре. Тесла был известен своей утонченностью и стилем, что привлекало внимание многих женщин, но его преданность науке оставалась выше всего. Тесла также имел необычные взгляды на физическую привлекательность. Он высказывал мнение, что женщины не должны иметь слишком много физического обаяния, так как это отвлекает от умственных способностей. Это утверждение еще больше усугубляло его репутацию эксцентричного ученого. В его работах часто упоминаются женские идеалы, которые были связаны с интеллектуальными способностями, а не с внешней красотой. Несмотря на его одиночество, Тесла оставался в курсе событий и развивался как личность. Он был знаком с рядом женщин, которые тоже работали в научной сфере, и это создавало уникальную атмосферу. Однако, как показывает практика, ни одна из известных женщин не стала его постоянной спутницей. Некоторые полагают, что его личная трагедия заключалась в том, что, несмотря на свои достижения, он оставался одиноким. Он был одержим своими проектами, которые занимали все его время, и, вероятно, это было одной из причин, почему он не смог построить романтические отношения. Многие его современники отмечали, что Тесла мог быть более успешным в личной жизни, если бы меньше времени уделял своим открытиям. Однако сам он делал выбор в пользу науки и технологий. Таким образом, его жизнь стала ярким примером человека, который смог создать невероятные вещи, но при этом остался в одиночестве. Сложная и противоречивая личная жизнь Теслы открывает двери к новым вопросам о том, как гениальность и личные отношения могут сосуществовать. В следующей главе мы рассмотрим скрытые технологии и наследие Теслы, которые он оставил после себя, и как они продолжают влиять на современный мир. Никола Тесла оставил после себя множество загадочных технологий и идей, которые до сих пор вызывают интерес у исследователей и энтузиастов. Его наследие охватывает широкий спектр аспектов, начиная от электричества и заканчивая беспроводной передачей данных. Тесла не просто создавал устройства, он формировал будущее технологий. Одна из его самых известных разработок — катушка Теслы, которая была представлена в 1902 году. Это устройство стало символом его гениальности в области электричества. Катушка могла генерировать высоковольтные разряды и высокочастотные сигналы, создавая зрелищные электрические эффекты.
Ее использование в демонстрациях привлекало внимание тысяч людей и оставляло их в полном восторге. Эта технология, хотя и была разработана более 100 лет назад, по-прежнему используется в различных областях, включая радиовещание и медицинские исследования. Тесла также работал над беспроводной передачей энергии, создавая прототипы системы, которая могла бы передавать электричество на большие расстояния без проводов. Его амбициозный проект по строительству башни в Уорден-Клиффе на восточном побережье Соединенных Штатов был направлен на осуществление этой концепции. Строительство началось в 1901 году, и Тесла надеялся, что эта структура сможет не только передавать электрическую энергию, но и обеспечивать связь между континентами. Несмотря на то, что проект был завершен только частично и в конечном итоге остановлен, идеи, заложенные в этом проекте, вдохновили будущие поколения ученых и инженеров на новые разработки в области беспроводной передачи энергии. Не менее интересным аспектом его наследия стали исследования в области радиосвязи. В 1903 году Тесла продемонстрировал первый радиопередатчик, который мог передавать сигналы на большие расстояния. Его эксперименты с радиоволнами и высокочастотными сигналами привели к созданию технологий, которые стали основой для современного радиовещания. Хотя его патенты были оспорены, а некоторые идеи были присвоены другими учеными, такими как Гульельмо Маркони, нельзя отрицать, что Тесла был пионером в этой области. Тесла также был активно вовлечен в разработку новых источников энергии. В 1910 году он представил статью, в которой предполагал, что можно извлекать энергию из окружающей среды. Он считал, что существует безграничный источник энергии, который может быть использован человечеством. Эти идеи были опережающими своим временем и до сих пор вызывают интерес у исследователей, стремящихся реализовать концепции Теслы в современных источниках возобновляемой энергии. Кроме того, его исследования в области электромагнетизма не остались незамеченными. Тесла проводил эксперименты с электромагнитными полями, создавая устройства, которые могли использовать электромагнитные волны для передачи информации. Он также изучал возможности звуковых волн и их влияние на объекты, что было крайне необычным для его времени. Его работы в этой области стали основой для будущих исследований и открытий. Несмотря на то, что многие технологии Теслы так и не были реализованы при его жизни, его идеи продолжали вдохновлять поколения ученых и инженеров. Многие из его патентов были забыты или не использовались, но в последние десятилетия интерес к его работам возрос. Современные инженеры и ученые возвращаются к его исследованиям, пытаясь понять и адаптировать его идеи к современным технологиям. Тесла оставил после себя не только устройство, но и целую философию подхода к науке, стремление к открытию и использованию природных сил для блага человечества. Наследие Теслы продолжает жить, и его идеи о свободной энергии, беспроводной передаче и электромагнетизме все еще имеют потенциал изменить наш мир. Этот гений, оставивший за собой множество открытых вопросов и технологий, продолжает вдохновлять тех, кто верит в светлое будущее науки и технологий. Смерть Николы Теслы в 1943 году оставила за собой множество вопросов и загадок. Он был найден мертвым в своем номере в отеле Нью-Йорка. Причина его смерти официально была названа сердечным приступом, однако множество сторонних факторов и обстоятельств подлило масла в огонь спекуляций. Тесла проживал в одиночестве, его жизнь была окружена тайнами, и его последние дни были не менее загадочными, чем его исследования. Тесла, переживший множество финансовых неудач и потерю большинства своих проектов, остался одиноким в своем стремлении к научным открытиям. Свои последние годы он провел в отеле на Манхэттене, где находился в состоянии постоянного стресса и одиночества. Его жизнь стала символом гениальности, которая не всегда была признана и оценена при жизни. Однако даже в этом состоянии Тесла продолжал работать. Он продолжал проводить эксперименты и записывать свои идеи, стремясь к новым открытиям до последнего момента. Перед смертью Тесла работал над проектами, которые, возможно, навсегда изменили бы наше понимание энергии и технологии. В своих записях он затрагивал темы, касающиеся разработки безграничных источников энергии, беспроводной передачи электричества и даже исследования магнитных полей. Эти работы оставили множество недоработанных проектов, которые до сих пор вызывают интерес у ученых. Когда Тесла скончался, его личные вещи, включая чертежи и записи, были конфискованы ФБР. Это действие добавило еще больше загадок к его смерти и наследию. Существует множество теорий о том, что его работы были слишком опасными или слишком революционными, чтобы их можно было оставить в руках общественности. Некоторые утверждают, что он обладал знаниями, которые могли бы изменить мир, и поэтому его работы были изъяты, чтобы не допустить их использования. После его смерти его идеи и изобретения стали предметом дискуссий и изучений. Многие ученые начали исследовать его работы более внимательно, пытаясь восстановить его проекты и понять, что именно Тесла хотел достичь. В последние десятилетия интерес к нему возрос, и его наследие стало символом гениальности и стремления к познанию.
Некоторые исследователи утверждают, что Тесла оставил за собой технологии, которые могут быть использованы для новых научных расшифровок и изобретений, однако эти идеи до сих пор остаются недосказанными. Вопросы о том, что на самом деле произошло с его работами и почему они были изъяты, по-прежнему остаются открытыми. Тесла был человеком, который предвосхитил свое время. Его открытия и идеи продолжают вдохновлять ученых и изобретателей даже спустя много лет после его смерти. Но сам факт того, что его жизнь и работа окружены тайнами и спекуляциями, делают его биографию еще более интересной и интригующей. Таким образом, смерть Николы Теслы оставила за собой множество вопросов. Тайны, окружающие его последние дни, его эксперименты и идеи продолжают вдохновлять и вызывать интерес. Это оставляет открытой дорогу к новым открытиям и возможным технологиям, которые могут быть реализованы на основе его работ. Тесла, как символ прогресса и гениальности, остается в центре внимания исследователей и технологий, и его наследие продолжает жить, вызывая вопросы о том, что еще мы можем узнать о его жизни и открытиях. Наследие Николы Теслы продолжает оказывать влияние на мир технологий и науки, несмотря на то, что прошло более 70 лет с момента его смерти. В его работах заложены идеи, которые не только предвосхитили свое время, но и стали основой для ряда современных технологий. Одним из самых значительных его изобретений является катушка Теслы, разработанная в 1902 году. Это устройство позволяло генерировать высоковольтные и высокочастотные электрические разряды, создавая эффектные зрелища и демонстрации. Современные применения катушки используют ее в радиовещании и медицинских исследованиях, а ее базовые принципы продолжают активно использоваться инженерами по всему миру. Тесла также стал пионером в области беспроводной передачи энергии. Его амбициозный проект по строительству башни в Уорден-Клиффе, начатый в 1901 году, был направлен на осуществление его мечты о глобальной беспроводной сети передачи электричества. Хотя проект так и не был завершен, идеи о беспроводной передаче энергии получили новую жизнь в последние десятилетия благодаря развитию технологий, связанных с беспроводной зарядкой и передачей данных. Еще одним важным вкладом Теслы стало его исследование радиосвязи. В 1903 году он продемонстрировал первый радиопередатчик, который мог передавать сигналы на значительные расстояния. Эта работа положила начало современному радиовещанию. Хотя его патенты на радиосвязь были оспорены и многие идеи присвоены другими учеными, его вклад в развитие этой области остается неоспоримым. Работы Теслы в области электромагнетизма также оказали значительное влияние на последующие исследования. Он экспериментировал с электромагнитными полями и высокочастотными сигналами, создавая устройства, которые могли использовать эти технологии для передачи информации. Тесла предвосхитил идеи о том, что электромагнитные волны могут быть использованы для передачи данных, которые сейчас активно используются в мобильной связи и интернет-технологиях. Не менее интересным является его работа над новыми источниками энергии. В 1910 году Тесла опубликовал статью, в которой описывал свои идеи о возможности извлечения энергии из окружающей среды. Он верил, что есть безграничные источники энергии, которые могут быть использованы человечеством. Хотя эти идеи были восприняты с недоверием, современные исследователи вновь обращаются к его концепциям в поисках устойчивых источников возобновляемой энергии. К тому же, его эксперименты с резонирующими частотами и звуковыми волнами также стали основой для будущих исследований. Тесла предполагал, что звуковые волны могут влиять на материю и даже изменять ее структуру, что является темой для изучения в современных научных экспериментах. В его работах объединялись электрические, механические и звуковые технологии, открывая новые горизонты для научного прогресса. Как бы ни сложилась судьба Теслы при жизни, его идеи и изобретения продолжали вдохновлять и влиять на развитие технологий. Современные инженеры обращаются к его наследию в поисках решений для актуальных задач, таких как устойчивое развитие, беспроводная передача энергии и новые источники электричества. Тесла оставил после себя не только устройство, но и целую философию подхода к науке и технологиям, основанную на стремлении к открытию и использованию природных сил для блага человечества. Таким образом, наследие Николы Теслы продолжает жить, создавая новые возможности и обогащая наше понимание мира.